Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему тишина. Оба молчим, что дальше? У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Выбирайте свою, загадывайте человека. Кому нужно, ставьте видео на паузу. Тайм-код будет указан в описании под видео. И начиная с первой позиции, давайте посмотрим, что же будет дальше, что же скрывается за этой тишиной, за этим молчанием. Так, первая позиция. Давайте посмотрим, какой же характер носит ваша тишина, что же за ней скрывается, что же это за молчание. Что же это за молчание, какое у нее настроение. Ой, ну вам очень друг друга не хватает. Очень сильные чувства. Очень сильные чувства. И вы знаете, вам как будто бы перекрыли кислород. Вам настолько сложно находиться друг без друга. И что бы между вами ни происходило, вы знаете, что дороги для того, чтобы вы двигались дальше вместе, они будут открыты. Есть чувства, есть эмоции, есть любовь, есть, знаете, вот такое состояние, когда просто схожу с ума от того, что нет возможности поговорить, увидеть, пообщаться. И это все идет от сердца. Это все на уровне, знаете, такой нежности, когда человека вот очень где-то жалеешь, да, очень нежно к нему относишься, где-то вот прям хочется себя почувствовать комфортно в обществе него, потому что и вам без него, и ему без вас весьма сложно и трудно. И формат ваших отношений, он, скорее всего, предполагает какие-либо изменения. Общение здесь продолжится, взаимодействовать вы в любом случае будете. Но та структура, которая будет дальше, она, скорее всего, подлежит изменению. То есть это велика вероятность того, что, знаете, вот был формат взаимодействия в статусе любовников, да, а вы понимаете, что дальше так не получается, и можно общаться только как друзья. Это, например, да, опять же, у каждого своя ситуация, сейчас подробнее посмотрим, но именно такой момент, когда что-то в ваших отношениях должно поменяться. А давайте посмотрим, почему молчите вы, почему вы и почему он, почему вы молчите, почему вы не нарушите эту тишину. А здесь здоровый эгоизм. Что это я? Вот я такая звезда, почему я должна? Я себя люблю, я себя ценю. Где это вы видели, чтобы королевы кланялись? Вы знаете, во-первых, здесь вы любите себя и правильно делаете, вы себя очень цените. Плюс вы узнали какую-то новость, какой-то нюанс, который вас очень огорчил и разочаровал. И на почве того, что вам сказали, то ли вы увидели, на почве этой информации вам как-то вот не особо хочется, да, что это я буду преклонять колено, пускай он, не по статусу мне, императрица, как-то вот здесь идти на поклон к нему. А почему он-то молчит? Почему он молчит? Ну, во-первых, он может быть где-то далеко и может быть занят какими-то делами, какими-то другими вопросами, которые к вам не относятся, к вашим отношениям. Ну, совершенно верно. У кого-то проиграется расстояние, да, то есть что я буду входить на связь, если я вообще в другой стране. Но у большинства здесь отыграется то, что мужчина просто погряз в делах. Туз жезлов, король жезлов – это такое состояние, когда я двигаюсь вперед, я достигаю каких-то целей, я прям вот, знаете, сосредоточен первым делом самолета, ну а девочки потом. И здесь действительно он занят какими-то делами. Абсолютно не исключаю того, что у него есть достойный соперник. Здесь идет мужская фигура, и она может символизировать не только вашего партнера и его стремление двигаться вперед, а еще и осведомленность его в том, что вы при другом мужчине. Поэтому такой вариант он тоже может отыгрываться, не обязательно у всех, но имейте, пожалуйста, в виду.
А что он вообще планирует? Что он планирует в режиме этой тишины? Как он вообще планирует выходить на связь? Не планирует. Пока наблюдает. Очень осторожно наблюдает, ждет, выжидает. Возможно, ждет какого-то застолья, если знает, что вы можете там как-то пересечься. Такое ощущение, что ему нужно где-то вот пока на расстоянии, на дистанции от вас подержаться. Он не настроен, не рассчитывает с головой окунаться в то, что между вами происходит. Вот как-то издалека будет наблюдать, может слегка напомнить о себе, но это опять же, как знаете, чтобы либо вы его увидели, либо он пришел где-то издалека на вас полюбовался. Но здесь как будто бы вот мимо проходил. Нет такого погружения в то, что происходит между вами. Вот именно мимо проходил. Ему, опять же, сложно, больно. Он оставляет то, что любит. Он не погружается в то, что он любит, да, в ваше общение. Но, тем не менее, держится отстраненно. Планирует, во всяком случае, держаться отстраненно, чтобы вы его не видели, как он наблюдает. Но, тем не менее, вспомнили, точнее, что он есть. А что будет делать? А здесь мечевая королева еще. Смотрите, ну, здесь на самом деле, у многих отыграется то, что мужчина, на которого вы смотрите, он не свободен. Он в статусе мужа, потому что император, как правило, выходит на женатого человека. И вот этот женатый человек при своей супруге, мечевая королева в данном случае, если вы смотрите на несвободного мужчину, то вот эта мечевая королева, это его супруга, которая буквально контролирует каждый его шаг, которая буквально держит его за горло. Да, верховная жрица. Здесь у большинства именно так и отыграется. Если же вы смотрите на человека свободного, то он здесь упрямится. Вот он, знаете, вот он такое ощущение, что будет доказывать своим молчанием упрямство. И может отыгрываться так, что он ждет какого-то либо сигнала, либо знака от вас. Для чего он за вами наблюдает? Для того, чтобы увидеть и узнать, что вы ждете каких-то действий от него. Если он поймет, что действия эти вам нужны, да, конечно, он как-то проявится, причем даже возьмет за что-то ответственность, да, за то, что происходит между вами. Но в тот момент, когда вы с ним не взаимодействуете, здесь возможен такой, вот знаете, баланс между вами и между другой барышней, общение с которой он, опять же, будет скрывать от вас. У многих здесь вот третьи лица все-таки замешаны. А какие перспективы у вас с ним в отношениях? Несмотря на то, что он планирует, то, что будет делать. Очень долго будете общаться. У многих также отыгрывается дистанция, общение преимущественно на расстоянии. Взаимодействие между вами однозначно будет обязательно. И у многих это взаимодействие будет связано с какими-то общими делами. Поэтому общение здесь будет, взаимодействие здесь будет, причем весьма такое продуктивное. Вам будут даны шансы на то, чтобы наладить вот это взаимоотношение, скорее всего, на почве каких-то общих совместных вопросов, совместной деятельности, даже для дальнейших каких-то вот общих тем для разговора. Но велика вероятность того, что вы вот эти возможности, которые идут к вам в руки, вот как-то будете отсекать. Каким-то образом вы их будете вот отстранять, потому что, судя по всему, то, что будет вам предложено, тот формат, который будет вам предложен, он вас не будет устраивать, потому что мы говорили изначально про ту трансформацию, которая должна пройти в ваших отношениях, так как было раньше, уже не будет. И, скорее всего, вот поиск того формата, который смог бы устроить и вас, и его, он будет весьма таким небыстрым. Тем не менее, взаимодействовать будете долго. Вот как-то друг друга очень долго не отпустите. А в чем будут заключаться в основном-то ваши отношения? Неужели только в каких-то деловых вопросах?
В чем будут заключаться отношения? Ну, императрица. Здесь все завязано на том, что кто-то не свободен. Скорее всего, это тот мужчина, на которого вы смотрите. Хотя у многих это вы можете быть не свободны. Здесь между вами будет любовь. Между вами всегда будут чувства. Но вот этот статус несвободного человека, либо он при императрице, либо вы чужая жена, да, чужая женщина, это ставит вас в такое положение, когда вы не можете предложить друг другу ничего, кроме любви. Поэтому так и будет любовь на расстоянии или через вот эти вот деловые какие-то взаимоотношения. Но любовь никуда она не денется, никуда не уйдет, будет вас объединять. Снова и снова будут ваши взаимоотношения как-то начинаться, но они не будут иметь структуры. Карта Шут — это что-то такое хаотичное, когда, да, вы есть друг у друга, вы постоянно идете в новый какой-то виток, в новую главу, в новую страницу ваших отношений. Но эта новая страница, она как-то не может пока вам чего-то такого стабильного и продуктивного пообещать. Благодарю единичек за просмотр. Буду рада и благодарна вам за обратную связь. Давайте идемте к двоечкам теперь. Так, тишина. Атмосфера тишины. Что же она таит, тишина? Любите друг друга. Чувства есть сильные. У кого-то может отыгрываться, опять же, что либо вы, либо партнер не свободны. Десятка кубков, карта семьи. Да. Любите друг друга, тянет вас друг к другу очень-очень сильно. Женщина, здесь вы больше, вот женщина больше любит, но также велика вероятность того, что есть другая женская фигура у того человека, на которого вы смотрите, которая его сейчас как-то, вот знаете, развлекает, как-то его отвлекает от мыслей о вас. Тем не менее, его к вам тянет, и чувство у него к вам есть. Почему вы молчите? Почему вы не выходите с ним на связь? А у вас нет возможности. Вы либо не знаете, с чем к нему выходить, либо же здесь могут отыгрываться блокировки, у кого-то отсутствие денег на телефоне. Ну, конечно же, глупый такой момент, да, мало у кого такое может отыгрываться, но ситуации бывают разные. Семья, десятка пентаклей. Здесь кто-то из вас действительно семейный. Действительно семейный. И если здесь выходить на связь, то это будет означать то, что все, что-то рушится, и рушится, скорее всего, семья, и нужно будет принимать решение о том, что делать дальше, в какую сторону двигаться. Ваш выход на связь, он будет символизировать, знаете, вот как точка невозврата. Вы понимаете, что написав ему, позвонив ему, вы рискуете вообще просто вот либо его семью разрушить, его отношения, либо свои отношения разрушить. А почему он молчит? Почему молчит он? Он не знает, что делать. Он просто... Здесь у многих действительно отыгрываются блокировки, потому что и двойка мечей, и карта повешенной. Он понимает, что если он выйдет на связь, это опять же будет символизировать какое-то дальнейшее движение вперед. Это будет символизировать какие-то перемены. А он не готов к этим переменам. Он ни в коем случае не хочет терять то, что он имеет. Скорее всего, это семья, это те отношения, в которых он состоит. И к каким-то переменам в отношениях с вами он не готов. Абсолютно не готов. А давайте посмотрим, что он планирует делать. Планирует. Какие у него планы? Планирует, не планирует. Так будет сидеть. А хочет. Его очень к вам сильно тянет. Его очень тянет, но он не знает, как проявиться. Он просто такое ощущение, что ищет какой-то нестандартный ход. Обязательно планирует сказать вам о своих чувствах, о своих эмоциях. Очень хочет восстановить отношения. Девятка жезлов. Причем исправить ошибки, которые были допущены.
но он не знает, он просто не знает, как поступить. Такое чувство, что вот нарядится в костюм курьера, почтальона и придет вам доставлять какую-то посылку, да, то есть что-то такое, что не было предпринято раньше, не могло быть предпринято раньше. А что же будет делать? Будет готовить почву для того, чтобы проявиться. Но ему сейчас важно, знаете, какую почву подготовить? Ему важно защитить те отношения, которые у него есть. Ему нужно застраховать все риски. И он обязательно выйдет на связь. Он будет делать все для того, чтобы как-то к вам проявиться. Причем проявиться с чувствами. Проявиться очень, знаете, вот нежно, эмоционально, таким образом, чтобы прям вот создать это облако любви, которое вас окутает, которое наполнит вас обоих эмоциями. А какие перспективы у вас с загаданным человеком? Семьи не планирует он рушить, как проявиться не знает, хотя и планирует и будет. Ну, опять же, любовь, туз кубков, никуда она не денется, императрица. Все жены на своих местах. Если он при жене, он никуда от нее не денется. Если вы не свободны, вы никуда не денетесь. Могут также четырехугольники отыгрываться. Все жены, все мужья на своих местах. И между вами, посмотрите, сильная любовь и тайная связь. Карта дьявол. Друг друга вы не отпускаете. Все вернется обязательно на круги своя. Но вот именно в том же самом формате, когда вы ничего, кроме тайной связи, друг другу предложить не можете. Потому что друг без друга, вы знаете, вот как в таком состоянии ломки находитесь. Вам очень друг друга не хватает, вас очень друг к другу сильно тянет. И эти чувства, они, знаете, они очень сильно идут от женщины. Ваши чувства, ваша любовь к нему, она более сильная, но именно эта любовь позволяет ему чувствовать себя, вот знаете, наполненным, позволяет чувствовать себя любимым, позволяет чувствовать себя нужным, и ему это необходимо. Вот такой был расклад у нас для двоечек. Благодарю двоечек за просмотр, буду также благодарна за обратную связь. Давайте посмотрим, что у нас в третьем варианте. Какая тишина у нас у троечек. Оба молчим. Что дальше? Атмосфера вашей тишины. Что она таит? Что таит ваша атмосфера? Да, ничего не значащая атмосфера. Как-то глупо вообще. Разошлись по разным сторонам, как в море корабли. Возможно, даже заблокировали. Вот здесь, знаете, такое состояние, когда вы не понимаете, чего хотите друг от друга. Вроде бы и чувства есть. Возможно, кто-то куда-то уехал. Возможно, здесь расстояние тоже вас разделило. У кого-то здесь просто вот блокировка тоже может отыгрываться, да. Но здесь совершенно глупое состояние этой тишины. Это такой момент, когда вы просто не готовы к диалогу, вы не понимаете, чего вы хотите друг от друга, и не знаете, как вообще двигаться дальше, не понимаете, к чему стремиться, не знаете, вот даже если сесть за стол переговоров, здесь конструктивный диалог не получится, потому что вы не знаете, чего хотите попросить, и вы не знаете, что можете предложить. Вот как-то нет вот такого четкого понимания. Как-то вот такое ощущение, что от скуки, от нечего делать вы как-то вот были вместе, общались, а к чему вы планировали идти в этих отношениях, вы так и не решили, причем ни вы, ни он. Почему молчите вы? Давайте посмотрим, почему молчите вы. Здесь опять же расстояние. И любовь к себе, да, любовь к себе, эгоизм такой здоровый. Что это я должна-то? Что это я должна первая куда-то там лезть? Он такой упрямый, а я не хуже, абсолютно не хуже. Пусть он меня завоюет. К тому же мне есть чем заняться. Звезда, рыцарь жезлов, это, знаете, как стремление к цели. Здесь работа, карьера, саморазвитие, все что угодно. Только не он, господин. Что это я ему кланяться-то буду? Нет. Не буду, я займусь лучше своими делами. Я себя люблю, я знаю себе цену. А почему он молчит? Почему он молчит? Нет возможности, нет ресурсов, денег нет. Пятерка пентаклей. У кого-то может хворать.
воздыхатель, да, кому-то не здоровится в таком состоянии, негоже выходить на связь. Не знает, как выйти, не знает, как вообще с вами заобщаться, на какой почве, с чем вам прийти, к вам прийти. Нет денег, нет ресурсов что-то предложить, нет идей в голове. Конфликт какой-то, манипулирует молчанием. Да здесь вообще какое-то такое состояние, вот я говорю, совершенно бестолковая вот эта вот пауза. Более того, здесь для него загадка, что вообще, о чем вы думаете, как к вам вообще подходить, чего от вас требовать, что вам предлагать, чтобы этот диалог сложился. Он вообще не понимает. Он понимает, что, знаете, вот пятерка пентаклей – это невозможность соответствовать партнеру. Но нет у него тех задатков, тех ресурсов, которые могли бы его поставить на один уровень с вами. Он то вас не понимает, то поймет, не может изобразить то, чего вы от него ждете. Поэтому сложно, прям сложно товарищу. А что он планирует вообще делать в отношении вас? Подготовить почву. Какой подготовительный. Он, знаете как? Он не верит в себя, а хочет прийти к вам, вот знаете, такой весь важный, бумажный, очаровать, завоевать. Вот как жезловый король. Он очень хочет прийти к вам таким образом, чтобы вы не смогли перед ним устоять. Чтобы он предложил вам то, от чего вы просто будете очарованы. У вас просто вот голову сорвет, да? У вас просто потеряете вы рассудок в положительном смысле этого слова от того, каким образом он к вам явится. На белом ли, я не знаю, лимузине, мерседесе, на чем можно только явиться, с огромным букетом цветов, там, преподнеся вам какой-то супер подарок, пообещав вам какие-то лавры, какие-то такие моменты, от которых вы просто не сможете отказаться. А что делать-то будет? Это он планирует так красиво появиться, а делать что будет? Ой, он будет изо всех сил стараться одержать победу. Как-то вот, знаете, действительно эффектно появиться. Но дело в том, что он сделать этого не может. И у многих, опять же, смотрите, фигурные карты пошли. У многих может отыгрываться то, что не свободные отношения. Королева Пентаклей. Либо вы не свободны, либо он. И он не может здесь конкурировать с вашим постоянным спутником. Либо же его собственная вот эта вот Королева Пентаклей, да, постоянная спутница, как-то вот далеко не пускает. И на почве того, что она у него есть, он не может вам ничего предложить. Для тех, у кого все свободны, здесь такая ситуация, когда вы действительно для него очень дорогая. И он как-то выкрутится, это знаете, как ромашек в поле нарвал, устроил романтику. И таким образом он вас очаровал. Либо же, ну, как вариант, там, влез в долги. Попросил у кого-то там денег для того, чтобы ему эффектно появиться. Но он понимает, что вы очень дорогая, вы очень такая вот, знаете, самодостаточная женщина, которую завоевать не так-то просто. И он постарается, просто в таком формате, в котором ему подвластно, будет стараться вылезти из кожи вон, прыгнуть выше головы. Настолько, насколько сможет, постарается, но не факт, что удовлетворит ваши запросы, ваши потребности и ожидания. А на перспективу-то что? Так, ну, во-первых, хочу сказать, что если кто-то здесь семейный, то семьи здесь останутся нерушимые. И ваши отношения, они будут иметь продолжение обязательно, но в формате легкости. Вот встречаемся, дарим друг другу удовольствие, девятка кубков, кайфуем. Это свидание по кафе, по ресторанам. Дарим друг другу любовь, чувства, эмоции, потому что, судя по всему, любовь здесь есть, любовь присутствует. Для тех, у кого все свободны, для тех, у кого какие-то моменты связаны вот в качестве препятствий, связанные там с финансами, с какими-то там ограничениями, тараканами в голове, болячками и так далее, здесь вот эта десятка пентаклей, она отыгрывается в отношении вас. У вас есть все шансы для того, чтобы прийти к семье, к тому союзу, который в дальнейшем приведет вас к семье, и в семье, в которой действительно будет любовь. Но идти в эту семью вы будете через девятку кубков, через такое состояние, когда просто сначала встречаемся, приходим к тому, что да, действительно нам вместе хорошо, нам вместе замечательно, а давай уже, вот раз нам так вместе и хорошо, давай уже и
создавать вот тот союз, который может называться семьей. Но здесь не просто как-то будет. Здесь, знаете, вот важно уметь договориться и сесть за стол переговоров. Потому что, опять же, 5 жезлов — это то состояние, да, та ситуация, в которой вы меряетесь майками. Пытаетесь доказать, кто прав. Пытаетесь доказать, что вы именно правы. Да? Здесь вот именно борьба каких-то интересов. И здесь очень важно, вот смотрите, он и так все прекрасно понимает, что вы не лыком шиты. Он и так в себя не верит и понимает, что он вам не подстать. Вам не нужно стараться его как-то вот, его самолюбие ущемить, потому что он и так все это прекрасно понимает. И как только вы перестанете бодаться друг с другом, у вас сразу же начнется процесс движения вперед. Плюс, смотрите, 5 жезлов очень часто символизирует такой момент, когда вот эта вот борьба из внутренней, когда вы друг другу стараетесь что-то доказать, переходит в такую вот внешнюю, когда появляется сторонний какой-то враг, и вам против этого врага, да, ну, условно, образно говоря, вам против этого врага стороннего нужно объединиться. И вот перед лицом вот этой внешней сторонней опасности очень часто и происходит объединение в так называемой команде. Поэтому есть у вас возможность объединиться. Если будут какие-то неприятности, используйте их себе на пользу, во благо. Это, знаете, как если жизнь подкинула вам лимон, сделайте из него лимонад. Так вот, пусть будет лимон, из которого вы сделаете лимонад в виде, точнее, вот этого союза с загадным человеком. Вот такой был у нас третий вариант. Вот такой был у нас с вами третий расклад. Я благодарю всех, кто проявил интерес к данному видео. Я благодарю всех за просмотр, за обратную связь. Я очень люблю ваши комментарии и лайки. Буду вам за них благодарна. И до встречи в новых видео.